Добро пожаловать в Макао, город, в котором Восток встречается с Западом, ведь Макао сочетает в себе Китай, Португалию и американский Лас-Вегас. И это все на крошечном клочке суши, ведь это самый густонаселенный регион в мире, и в нем царит просто непередаваемая атмосфера, которая сочетает в себе несколько культур, языков и имеет большую интересную историю. Тут действительно можно увидеть трудно сочетаемые вещи. Одновременно побродить по европейским улочкам, но в то же самое время гулять по китайским кварталам. Так что Макао очень неоднозначный город, и про него у меня будет небольшая, но увлекательная история. Когда речь заходит о Макао, несмотря на все культурные особенности этого региона, первое, что приходит на ум, это казино. И с этим трудно поспорить, ведь Макао — это единственное место в Китае, где азартные игры легальны. Здесь больше казино, чем в столице игорного бизнеса Лас-Вегасе, и между прочим они приносят в 6 раз больше дохода, чем вся индустрия Вегаса. Самый узнаваемый символ Макао — это Гранд Лисбоа — большое здание казино в форме золотого лотоса. Кстати, лепестки у него несимметричны, и сделано это специально, потому что такая асимметрия должна приносить удачу. Гранд Лисбоа — это не просто здание, это визитная карточка Макао, показывающая масштаб и роскошь всей игровой индустрии. И гуляя по городу, его просто невозможно не заметить. Но это еще далеко не все. Тут есть целый квартал или даже несколько кварталов только из казино, и в них я обязательно отправлюсь, потому что побывать там нужно далеко не только ради азартных игр. Но это будет немного позже, потому что когда я сюда приехал, то вначале отправился в историческую часть города. Когда сюда только-только приезжаешь, то сразу появляется небольшой диссонанс. Представьте узкие улочки, вымощенные черно-белой мозаикой, дома цвета охры, лазури и лайма, с коваными балконами и ставнями. Ощущение, будто вы перенеслись в Лиссабон или Порту, но это далеко не декорации. Все это настоящее и построено в 18 и 19 веке, когда Макао был главной торговой базой Португалии в Китае. И если честно, тут себя совершенно не ощущаешь в Китае. Ты как будто бы просто гуляешь по европейскому городку. Единственное, что выдает, что это все-таки находится в Азии, это люди и иероглифы на вывесках. Хотя и они все дублированы на португальский язык. В этом плане тут намешана и европейская культура, оставшаяся от португальцев, и азиатская, так как Макао находится в Азии, и сейчас это территория Китая. Но несмотря на это, тут собственный паспорт, свои законы и своя валюта. Так что Макао — это действительно уникальный регион, сочетающий в себе много из разных стран, но в то же самое время не похожий ни на что другое. В Китае есть определенный спрос на европейскую культуру, так как Европа далеко и для них это некая диковинка. Ну, так же как и для европейцев азиатская культура. Так вот, так как есть спрос на что-то европейское, и тут это уже и так по большому счету все было, то сейчас некоторые подобные моменты специально делают. Вот, например, амфитеатр, который стоит просто в городе. Согласитесь, что это точно не из азиатской архитектуры тут осталось, а все-таки пришло откуда-то из Италии. Что касается исторического центра, а это почти вся материковая часть Макао, то тут везде будут вместе, казалось бы, несочетаемые вещи. Вот, например, как тут, римский амфитеатр и китайские фонарики. И таких примеров тут очень много. Еще одно место, которое везде рекомендуется посмотреть, это руины собора Святого Павла, которые изображены даже на местных деньгах. От самого собора остался только передний фасад, все остальное сгорело и по итогу разрушилось, и осталось только то, что мы сейчас видим.
Как я уже говорил ранее, территория тут небольшая, то есть буквально за рекой находится Китай. Так что приехать сюда можно буквально на 2 дня, и этого вполне хватит, чтобы все посмотреть. Конечно, если не тратить время на игру в казино, хотя большинство китайцев приезжают сюда именно за этим. Я здесь был во время китайских праздников, так что, возможно, поэтому народа тут было много, но по самым туристическим улочкам мне приходилось с трудом пробираться сквозь большую толпу. Кстати, возможно, именно для таких больших толп людей тут работает так много полицейских, или, если быть точнее, регулировщиков. Они стоят на каждом перекрестке и управляют толпой, показывая как, кому и куда идти или ехать. Даже если на перекрестке есть светофор, то на его сигналы можно даже и не смотреть, так как все решает этот регулировщик, и зачастую они сами не особо смотрят на сигналы светофора и регулируют движение сами, на свое усмотрение. Весь световой день я был среди небольших уютных зданий под европейский стиль, и только к вечеру дошел до больших казино. И тут узкие маленькие улочки резко меняются на большие проспекты, и ты уже идешь посреди монументальных зданий для азартных игр. И архитектура тут очень отличалась от той, что я только что видел. Вообще, архитектурой можно многое что сказать и передать. Например, обратите внимание на здания аэропортов. Они построены всегда очень большими и величественными. И казалось бы, зачем делать пространства такими огромными? На это же тратится очень много сил, средств и места. Но это нужно для создания ощущения спокойствия в толпе, потому что такой размах и большое пространство дает ощущение спокойствия и контроля над ситуацией, а полеты — это зачастую очень большой страх многих людей. Еще большие пространства заставляют людей вести себя более уважительнее, тише и культурнее. Также аэропорт является лицом страны, ведь это первое, что ты видишь по прилете куда-то, поэтому подобная архитектура создает у человека первое впечатление о стране. Но вернемся к казино. Тут все здания тоже были большими и величественными, и особенно на фоне остальной застройки исторического центра это было очень заметно. Во-первых, такая архитектура, а еще и внутренняя роскошь, манипулирует эмоциями. Огромные залы, хрустальные люстры, фрески и богатое убранство – все это подавляет страх проигрыша и наоборот усиливает ощущение выигрыша. Во-вторых, для Макао казино – это 80% всех доходов, а также основной магнит для туристов, поэтому нужно привлечь сюда как можно больше гостей, и не только из Китая, Сингапура и Филиппин, но еще и составить конкуренцию Лас-Вегасу, отсюда такие большие и величественные здания. Но в любом случае, гуляя по Макао, у туристов есть выбор, куда пойти. Если они хотят почувствовать себя в мегаполисе, то можно отправиться в район с высокими зданиями. А если хочется уюта, небольших улочек, то добро пожаловать на узкие улицы исторического центра. Поездку в Макао часто совмещают с Гонконгом, потому что лететь сюда далеко и ради нескольких дней это кажется не очень логичным, а Гонконг тут совсем рядом. Вот тот дальний остров на заднем плане – это уже Гонконг. Доехать сюда можно либо на автобусе по самому длинному в мире морскому мосту, либо доплыть на пароме, ну или долететь на вертолете, тут уже как кому больше нравится. Многие прилетают и улетают именно из Гонконга, так как с ним удобнее и дешевле авиасообщение, ну и я тоже прилетал именно в Гонконг, а только потом ехал в Макао. Точнее, не ехал, а плыл, так как выбрал именно паром. По сравнению с автобусом это было удобнее, а про вертолет я тогда еще и не знал, а то, может быть, и его бы выбрал. В Макао своя валюта, но гонконгские доллары тут принимают наравне с местными деньгами, несмотря на то, что курс немного отличается. Именно поэтому я нигде не менял местные деньги, а приехал с гонконгскими долларами, которые остались после приключений в Гонконге. Кстати, видео про путешествия в Гонконг уже есть на канале, можете посмотреть, там очень интересно. Так вот, я приехал в Макао и в первом же магазине без проблем расплатился гонконгскими долларами. Но вечером этот фокус не удался.
И получилась довольно неприятная ситуация. Вот, например, сегодня зашли мы поужинать в кафешку. Все нормально, поели, пришло время платить по счетам. Я протягиваю одну банкноту $500 гонконгских. Мне говорят, нет, мы такое не примем. Оплата по QR-коду или тем же самым октопусом, они говорят, нет, у нас такое не пройдет. Я говорю, сейчас, подождите, решим вопросик. Бегу в ближайший магазин, в котором только что покупал воду. Мне говорят, нет, мы такое тоже не примем. Бегу в 7-Eleven, говорю, разменяйте мне это, пожалуйста, или давайте я у вас что-нибудь куплю, к примеру, ту же самую Макао Пас и пополню ее сразу. Они говорят, нет, мы от тебя ждем только патаку, и патаки, в общем, местную валюту Макао. Я смотрю по картам, ближайшие обменники все уже закрыты и откроются только завтра утром. Ну, делать нечего, возвращаюсь обратно, думаю, ну, сейчас нужно будет целую ночь мыть посуду, чтобы отработать ужин, или оставить под залог паспорт и утром вернуться уже с деньгами. Но в итоге посмотрел по всем своим карманам, и у нас приняли несколько монеток гонконгских долларов, одну банкноту в 50 гонконгских долларов, а все остальное маленькими бумажками, уже местными, которые мне, кстати, дали на сдачу в магазине. А исходно я сюда приезжал только с гонконгскими долларами, то есть местную валюту я нигде не менял. Скорее всего, не принимали, потому что я дал большую банкноту $500. Так что лучше заранее менять всю валюту, даже если здесь вроде как принимают и то, и то. Как я потом понял, то принимают обе валюты, просто разменивать крупные банкноты из Гонконга хотят далеко не везде. А вот с мелкими проблем никогда не возникало. Я очень часто платил в разных местах, давая деньги вперемешку. Часть деньгами Макао, часть деньгами из Гонконга, и при такой оплате никогда дальше вопросов не возникало. Вообще много людей ездят из Макао в Гонконг и обратно просто одним днем, так как это достаточно быстро и удобно. И еще аэропорт Макао намного меньше, чем в Гонконге, и зачастую все туристы ездят сюда именно через Гонконг. Я тоже прилетал в Гонконг и возвращаться обратно сначала думал через него, но по итогу возвращался через местный аэропорт. Почему выбрал именно Макао? Ну, потому что в него утром все-таки легче добраться без дополнительного транспорта и пограничных переходов. А еще я коллекционирую аэропорты. Да, кто-то собирает монеты, кто-то марки, а я авиаперелеты. И чтобы вся информация о полете у меня всегда была под рукой, чтобы я мог посмотреть на карте все свои путешествия и получить информацию, что, где, когда и как я путешествовал, я использую приложение P-Journey. Почему именно его? Ну, во-первых, оно закрывает все мои пожелания по функционалу для подобного сервиса. А во-вторых, в нем исправлены многие недочеты, которые меня раздражали в других приложениях. Например, когда страны в пересадочном аэропорту дублируются или попадают в статистику 2 раза, или вообще, в принципе, попадают в статистику, хотя я там не был. В общем, вот эти вот все моменты там исправлены. Так что я для себя выбрал именно P-Journey, но что там по Макао? На самом высоком холме Макао стоит маяк. Я сюда отправился не только потому, что это известная достопримечательность, которая на протяжении многих лет помогала морякам найти местный порт, а еще потому, что отсюда открывается изумительный вид. Представьте, вы стоите на вершине 90-метрового холма, ветер треплет флаг, а внизу панорама всего города, от сверкающих казино до португальских улочек и площадей. И в центре всего этого белая неоклассическая башня маяка, которая до сих пор частично работает. Сейчас в мире небоскребов маяк Гуя как напоминание. Макао – это не только о блеске казино и высоких небоскребов, но и о тихой вечной красоте прошлого. Если вы подниметесь сюда на закате и свет маяка зажжется, то вы обязательно поймете, почему его называют сердцем европейской души Макао. Прогуливаясь тут и рассматривая таблички, предупреждающие о змеях, я понял, что уже немного устал от всех этих достопримечательностей, и мне хочется просто отдохнуть и искупаться в Южно-Китайском море. Мы садимся в автобус, который едет из материковой части Макао в островную часть, чтобы доехать до самого дальнего пляжа.
Если быть более точным, то тут нет четкого разделения на островную и материковую часть, как в Гонконге. Тут все как одно целое, просто несколько островов соединили в один, и если проехать через мост или по туннелю через внутреннюю гавань, то окажешься на другой стороне. Кстати, именно тут находится большой район с казино, который выглядит как копии европейских городов. Почему я говорю мы? Ну потому что в эту поездку я поехал не один, а вместе с моим другом, который тоже ведет свой YouTube канал. Мы ехали в полном автобусе, весь автобус резко вышел. Угадайте причину? Мы приехали в казино. А типа там с детьми. Вон там чувак, там он такой, задрот с рюкзаком, это рюкзак денег я ставлю просто, что хотите. Опа. Так вот, на автобусе мы доезжаем до самой дальней точки Макао, где находится пляж, чтобы просто отдохнуть и искупаться. Кстати, тут были очень прыгучие рыбы. Вообще очень интересное чувство, когда ты плывешь, и рядом с тобой выпрыгивает рыба и прыгает на метр вперед, и дальше где-то под водой плывет. Ну, понятно, что ничего не видно, потому что вода серая, бура, коричневая какая-то, но интересное ощущение. Через 2 часа погода начала резко портиться, и мне даже пришла СМС от Министерства по туризму Макао, что надвигается тайфун и нужно быть осторожным. И действительно, солнце спряталось за облака, ветер значительно усилился, и мы решили, что нужно идти в обратную сторону. Автобусы в обратную сторону все были забиты, и мы решили пройти несколько остановок пешком. Но как только немного прошли вперед, начался дождь. Именно тот самый день, когда я не взял дождевик. И только в этот день пошел дождь. Но помнится, со мной это уже не в первый раз, и в Шанхае была примерно такая же история. Сквозь дождь мы доходим до ближайшей деревеньки, в которой в одном из кафе пережидаем непогоду. Как только дождь стих, мы отправляемся в обратный путь, но не до центра, а до района с казино. Наверное, судя по этим кадрам, можно предположить, что я нахожусь где-то в центре Европы, а точнее в Париже, потому что вся атмосфера именно к этому и располагает, да и Эйфелева башня тут имеется. Однако нет, это всего лишь казино The Parisian в Макао. И вот вы входите в лобби, и сразу же вас обволакивает французский шарм. Воздух наполнен ароматом свежей выпечки из пекарен, звучит легкая музыка аккордеона, а вокруг пастельные тона, лепнина и хрустальные люстры, будто бы вы в Версальском дворце Людовика XVI или в оперном театре. Помимо казино, тут находится еще отель и множество торговых рядов с магазинами. Но основное место все-таки казино. Внутри снимать и фотографировать категорически ничего нельзя. Но когда я зашел внутрь, то увиденное мною мало чем отличалось от того, что показывают в фильмах про казино Лас-Вегаса. Так что я бы вам показал точно такие же кадры, как и в фильмах. Но парижское казино – это еще не все. Соседнее здание – это казино The Venetian. Тут уже все в стиле Венеции. Есть даже каналы, по которым плавают настоящие лодки. Правда, к сожалению, сейчас канал был закрыт на ремонт, и вид уже был немного не тот, но все равно тут очень удивительно и необычно.
Следующее казино, которое стоит через дорогу от этих двух, это The Londoner. Тут уже все в стиле Лондона. С одной стороны, понятно, что это все выглядит не на 100% как настоящие европейские столицы и города, но с другой стороны, подобное решение действительно привлекает множество туристов и посетителей. Вот я бы, к примеру, не стал проводить тут так много времени, если бы это были просто торговые центры и казино, потому что если бы я хотел пойти в такое место, то мне бы намного быстрее и ближе было бы съездить в соседнюю Беларусь и сделать это там, а тут время потратить на что-то другое. Но благодаря тому, что сделано это все именно в таком стиле, то я тут провел несколько часов, так что своего эффекта создатели этих мест все-таки добились. Отсюда обратно до отеля мы решили поехать не на автобусе, а на метро. Точнее, это трудно назвать метро, этот транспорт ближе к скоростному трамваю или монорельсу, на мой взгляд. Составы тут короткие, буквально из двух небольших вагонов. Зато они беспилотные и можно смотреть во все стороны в панорамные окна. Для проезда нужно приложить карту или купить жетон. Однако он не простой, а бесконтактный. Чтобы пройти, жетон нужно приложить. Я даже некоторое время думал, что я его смогу взять с собой, но при выходе все-таки пришлось его сдать обратно. Мой отель находится недалеко от реки, на другой стороне которой уже материковый Китай. И делая облет на дроне, я заметил, что недалеко от того места, где я был, у небольшого склада грузили баржу. Мне стало интересно, что там происходит, и захотелось подойти поближе. Вдруг там будет что-то интересное. Около пристани мы находим открытое здание и решаем зайти внутрь. Судя по всему, это было какое-то складское или производственное здание, но в которое нам каким-то образом удалось зайти и подняться на этажи. Отсюда открывается вид уже получше на происходящее в порту. А то, что это просто было какое-то здание, которое случайно оказалось открытым, и то, что тут не был включен свет, еще больше придавало происходящему дух приключений. Если понравилось видео и интересно, что будет дальше, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что скоро будут новые интересные приключения.